Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Да, конечно, я убила свои ногти за 9 недель. В видео узнаете, что будет, если перенашивать покрытие и почему коррекцию нужно делать вовремя. Всем сапожникам без сапог посвящается. Поехали! Признаться, совсем некогда было выполнять себе маникюр. То была поездка на море, то очень много работала, готовилась к новому курсу по наращиванию ногтей. И на ногти в целом подзабила. На указательном я пробовала новую технику шлифовки кутикулы по мокрому и даже не заметила, как ее поранила. Средний ноготь отошел, я им очень сильно стукнулась, когда играла с ребенком. А также вы можете увидеть, как бы пропил. У меня соскочила твердосплавная насадка и повредила и ноготь, и покрытие. Приступаю к снятию. Ногти были выполнены с применением ракушки. Она спиливается непросто, поэтому взяла грубую насадку с зеленым абразивом. И во время снятия такой специфический запах, как у стоматолога. Была с краю трещина, и ноготь сломался. Продолжаем снимать дальше. В планах выполнить коррекцию. Нужно полностью убрать старую ракушку до тонкой подложки. И тут, честно говоря, подложка меня подвела. Средний ноготь полностью убираем, он немного побаливает, потому что был поврежден во время удара, тоже его не стало. Ну, как-то уже мало это похоже на коррекцию, 3 ногтей нету, 2 осталось. В общем, давайте все убирать и будем делать красивое новое перенаращивание. Такое иногда бывает. Планировали коррекцию, а получилось новое наращивание. Полностью убираю свободный край, ногти у меня трапециевидные, растут в стороны, и если оставить свободный край, то со временем будут образовываться трещины в точках вроста. На среднем видно, как слои ногтя расщепились во время удара, работаю пилкой очень аккуратно. Конечно, можно было подождать, пока он немного отрастет, но мы, конечно, мастера не хотим ничего ждать, как мы будем ходить без ногтей, поэтому делаем сразу. На себе сделаю комбинированный маникюр. У меня немного кутикулы, но очень активный птеригий, который всегда мешает во время работы, так и норовит что-то вылезти. Срезаю совсем небольшую полосочку кутикулы. Подготавливаем ногти к моделированию. Это дегидратор, и можно попадать на кожу. Он действует как и обезжириватель, только более глубокого действия. На свои ногти обязательно наношу праймер, не попадая на кожу. Теперь базовое покрытие. Я выбираю пластичную, потому что ногти у меня очень тонкие и гибкие. И чуть больше материала подвожу к кутикуле. Таким образом будет получаться около нее плавный переход при отрастании и меньше вероятность появления отслоек. Снимаю липкость для того, чтобы она мне не мешала во время примерки форм. Подготавливаю формы, отрываю их по одной штучке, разрезаю и вырываю серединки, чтобы легче было примерять. Мне удобно сразу на все 5 ногтей примерить формы, сделать правильные вырезы и потом их разом подставлять, чем работать по одному. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Вырезаю углубление посередине на указательной и насечки. Средний у меня очень сильно растет вверх, поэтому ставлю формочку немного вниз и вижу зазор посередине. Это говорит о том, что мне нужно углубиться на такое же расстояние по боковым сторонам, то есть сделать вырез более плоским. И сейчас он выглядит так, П-образный. Снова подставляю к ногтю, примеряю, отмечаю точки вроста и делаю из них насечки ножницами. Вырезаю. Валики у меня достаточно объемные, поэтому без насечек никак не обойтись. Теперь снимаем форму с подложки, очень ровно склеиваем все ушки друг к другу и сразу зажимаем в треугольничек, для того, чтобы получилась форма миндаль. Устанавливаем ровно, склеиваем задние уши и обжимаем. Это важный момент для того, чтобы ногти получились не широкие.
Подложку будем выполнять из прозрачного геля. Сразу формирую нужную мне длину и раскладываю боковые стороны. Сбоку мы должны видеть сначала прямую линию, а затем плавный подъем к свободному краю. Часто многие делают ошибку и резкую прямую линию от точки вроста. В качестве дизайна буду использовать витражный гель-лак голубого оттенка. Мне он показался слишком ярким, поэтому развожу его стопом без липкого слоя. Можно разводить с любым материалом, который более жидкий. Смешиваю и прокрашиваю свободный край. Растушевываю к середине свободного края при помощи кисточки для омбре, создавая плавный переход. Мне хочется легкого тонирования. Просушиваем все вместе. Теперь наносим очень красивый гель с хлопьями юки. Они будут переливаться в нашем дизайне. Теперь мне понадобится молочно-розовый гель. Очень мне нравится этот оттенок, Milky Pink. Раскладываю его в средний слой. Тщательно прижимаю у кутикулы, делая плавную растушевку. Сильно не увожу на бока, потому что туда еще успеет затечь материал. И делаю растушевку до середины свободного края. То есть сейчас этой каплей я моделирую плавный подъем к наивысшей точке и сам апекс. Наношу в такой слой, чтобы перекрыть натуральную пластину. Переворачиваю, чтобы материал собрался ближе к центру, и на сырой гель выкладываю битую ракушку. Эта белая, которая посередине, более крупная, поэтому она выглядит еще более объемно. И просушиваю по одному ногтю. Обязательно переворачивайте руку, чтобы все не натекло на бока, иначе ногти получатся широкими. После этого на свободный край добавляю золотую поталь. Она не просто золотая, а также имеет голубые участки. Теперь наши подложки готовы, мы можем снимать формы, и все, что нам остается сделать, это перекрыть свободный край прозрачным. Напоминаю, что у кутикулы мы все смоделировали прозрачно-розовым, поэтому там перекрывать материалом не нужно. Стараюсь делать очень аккуратные движения кистью, чтобы не взболтать гель и не наделать пузырей. После 20 секунд в лампе, поджимая материал, устанавливаю прищепку на свободный край, для того, чтобы он был более зажатым. И отправляю в лампу на досушку вместе с прищепкой. Недостаточно только подавить пинцетом и отправить руку в лампу. После того, как все выложила, обезжириваем и опиливаем форму. Нравится моделирование, но не знаете, как ставить формы, ногти ломаются, отслаиваются. Не все так сложно, как кажется. Научитесь наращиванию на моем новом онлайн-курсе. Подробности в описании. Для того, чтобы сразу сделать ровную поверхность с минимальным опилом пилкой, сначала прохожу твердосплавной фрезой. И можно сделать черновой опил, заготовку под будущий ноготь, а затем остается совсем немного поработать пилкой. Поскольку ногти я переносила, образовались отслойки, один ноготь травмировался после удара, и вообще в целом мне пришлось выполнить перенаращивание, а не коррекцию. Поэтому так важно выполнять коррекцию вовремя. Перекрываем топ, мой самый любимый момент, когда весь аквариумный дизайн становится видным, переливающимся. Также покрываю с внутренней стороны для более хрустального эффекта. Не забывай просушить руку и в перевернутом состоянии. Этот дизайн мне напомнил морские глубины. А что вам? Что ж, теперь вы знаете, почему нельзя перенашивать покрытие и к чему это приводит. Записывайте своих клиентов на следующую коррекцию в день процедуры. Тогда они придут к вам вовремя, и вы сможете избежать таких последствий. Но я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока!